Всем привет, мальчики и девочки. Продолжаем проходить Man of Medan. Попробуем всех спасти. Примерно на прошлом стриме пол игры было пройдено. Продолжаем сюжет. Так. Обсудите, что происходит на корабле, и придумайте план. Окей. Сейчас что-нибудь сделаем. Продолжим. Эй, ты в порядке? Ты о чем это? Там, в трюме, ты что, забыла? Ты убежала с дикими воплями. Что? Ты в порядке? Да. В полном. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно, но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. Здорово, Рисак. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Недоумение, где золото, страх — это корабль-призрак. Ну давай страх, Я наверное. долбанулась, или это корабль-призрак? Она же у нас такая по характеру ссыкунчик, да, немножко? Типа Выберем так. корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Где команда, либо что произошло. Ну давай уточнение. Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. В судовом журнале запись о штурме. Пропала Похоже, просто. их потрепало. Так, опять, да? Про золото спрашивают. Подозрение. Странное это место. Сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Стремное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Вот тут достали-то, а? И прям где золото, где золото. А где команда? Все равно я Что выбираю. случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп, а не корабль. Так откуда все эти трупы? Просто Видимо, шалом. умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Надо новую Нужно тостер как-то клаву туда покупать. подняться. Обновить. Вообще, они этот момент уже давно обсуждали на то, что надо бы радиорубку найти. А сейчас он как будто заново эту идею подал. Тогда посмотрим, что тут есть. Ну, куда в пол опять зырит. А, нет. Это я виноват. Так, ну тут убрать-то нечего, я смотрю. Можно вам только гражданочку за мягкое место потрогать. 4К. Да можно и дешевле взять. Ну, Надо валить с корабля. типа не обязательно же брать Ну там да. механику. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Тем более, по своим личным ощущениям, механика, по-моему, сильно щелкает. Чуть посильнее надо продавливать клавиши, чтобы нажимались. Ну, это вообще, на самом деле, если ты часто печатаешь, тогда ок. Патрончики. Правда, ржавые все. Наверное, это бред, но может Так. из этих орудий сбили тот самолет? Ну, гильзы похожие вроде. Все, это уже прилип, да, к механическим клавиатурам.
Что-то не работает у них кнопка быстрой ходьбы. Как ни крути. У меня тут на Озоне где-то ссылка была на неплохую клавиатуру. Ну, естественно, все светится в разных там этих местах, в которых даже солнце не светит. Скажем так. Неплохая вроде клава. Надо будет как-нибудь тоже себе заказать. А то тут недавно мышка сдохла, так что можно и это обновить заодно. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. А, он про лодку. Думал, картинку заглючила. Угу. А куда эта чика-то потыкала? Ну-ка, давай-ка мы сюда сходим для начала. А сейчас, в принципе, модно вот эти вот всякие подсветки куда угодно пихать. Я тут недавно видел кресло уже даже с подсветкой и с этими, с динамиками. Зачем подсветку на кресло, я вообще не понимаю. Это если в какой-нибудь хоррор играешь, чтобы тебе не сыкотно Нашли было. выход. Увы, нет, но я буду искать. Давай-ка мы вот сюда. А, вот, нам наверх надо кого-нибудь подсадить. Но давай сначала мы вот здесь, в этом углу проверим. Не, ничего тут нету. О. Чик. Кремерок будет. Записулечка какая-то. Инструкции по использованию противогаза. Прежде чем помогать другим с надеванием маски, убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу. Если вы обнаружили газ или услышали сигнал газовой тревоги, первое. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и громким голосом подайте сигнал «Газы», чтобы предупредить об опасности всех вокруг. Задержите дыхание. Наденьте сумку противогаза, разместив ее под левой рукой. Перекиньте наплечную лямку сумки над правым плечом и пристегните ее к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Снимите каску. Поднимите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, затем натяните ее на лицо и натяните ремни на голову. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Закройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдавите из-под маски оставшийся воздух руками так, чтобы маска плотно прилегала к лицу, не доставляя при этом неудобств. Проверьте противогаз на герметичность, плотно сжав гофрированный шланг и выдохнув. Маска при этом должна сморщиться. Если маска не сморщилась, возможно, она надета неплотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу, затем снова выдохните и пережав шланг. Повторяйте эти действия до тех пор, пока маска не начнет морщиться на вас при вдохе, чтобы убедиться в ее герметичности. Бля, я не знаю, как будто читаю инструкцию к туалетной бумаге. Похоже, здесь перевозили опасный Отпустите шланг. Теперь можно дышать в обычном ритме. Наденьте головной убор при необходимости и закройте сумку противогаза. Вы можете снять маску только при явном указании и уточнении, что опасность поражения газом миновала. Чуть-чуть отодвиньте маску от лица и понюхайте воздух. Ага, понятно. Если до конца не траванулся, ты еще маску приподними и потом нюхни как следует. Если вы почувствовали газ, отпустите край маски обратно, а затем повторно закройте выпускной клапан. Резко выдохните и выдавите из-под маски оставшийся газ руками. Сняв маску, уберите ее и шланг противогаза в противогазную сумку. Если сумка больше не требуется, ее можно снять, расстегнув поясной ремень и наплечную лямку. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. Господи. Инструкции такие инструкции. Ладно, пойдем кого-нибудь подсадим, наверх надо забраться. Хватит тут уже сиси мять. Надо экшен. Эй, мне нужна помощь.
Давай, Тут кого мы сможем подсадить? подняться. Подсади-ка. А почему она его подсаживает? Она что, самая мощная тут? Я помогу. Как они на ржавом корабле до сих пор себе этот, как его, гангрену не заработали? Босиком носится, вот это вот точно. Ржавый корабль. Куча залысенцев, я не знаю, что она, что очкарик. Вот босиком шарахаются, и похер вообще. Тут же до заражения вообще рукой подать. Совсем себя не берегут студентики. Куда бы сходить-то по сюжету, чтобы не попасть? А, ну все. До свидульки. Тогда нам только туда. Вроде где-то здесь должна быть радиорубка, или она выше. Какая криповая тетенька. Вот зря они так тоже в уголках разных стоят. А это молча смотрит вдаль. Пойдем сначала, наверное, дверь дернем. Блин, или с этой потрещать. У нее же вроде тупиковая. Да, наверное, туда нужно заходить. Что с ней, ничего нельзя сделать? Вообще не вариант. Ну ладно, пусть стоит. Ну-ка подсоби, дяденьки. Дверку толкнуть. Сюда. Корабль 50 лет плавает. Тут можно пройти. Ну, слава богу, пока что все живы. Главное, вот сейчас, как обычно, чем ближе к финалу, тем больше у нас развилок и сложностей в плане спасения персонажа. Так, у нас все вот там роятся по-любому. А если мы вот сюда заглянем? Ничего нет. Ну ладно. Писочки. Бортовой журнал. В последней записи сказано про шторм. До полудня сильное волнение, волны до 7 метров. Докладов о повреждениях нет. После полудня погода продолжает ухудшаться, прогноз тоже. Команда сохраняет присутствие духа. До полудня ветер штормовой усиливается. Погодные условия крайне необычные. ОМ. Выдержал несколько ударов молнии. Сильных повреждений нет. А ОМ это что, интересно? Очки магии? Есть несколько протечек, но все под контролем. Штурман сообщает, что глубину установить невозможно. Секрет найден. Журнал СС Ауранг. До полудня море успокаивается. Полдень густой туман. После полудня встречный ветер усиливается. 7:30 очень густой туман. После полуночи до после полудня по-прежнему густой туман. Причем как-то это найденный журнал и перелистывание страниц еще как-то повлияли на сюжет. Это странно, кстати. Не обращал внимания. Почему, интересно, именно этот журнал именно как-то повлиял? Окей, дальше. Давай, наверное, мы сейчас все обойдем, потом двери дергать будем. Вон там мужчина сидит, скучает. Мужик, есть курить? Ёпта. Неразговорчивые все. О, видение.
Угу. То есть один из возможных раскладов то, что у нас какой-то пират вынесет себе мозги. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Так, что-то они как-то все рассосались, я даже не помню, в какую... Оцениваю невысоко. Сейчас, сейчас мы, наверное, дернем первую дверь, которая попалась. Вон ту. Да-да-да. Ну-ка, подожди, а вот сюда пройти можно? Нет, все, тупик. Тогда давай ее дернем. Классика, не открывается. Теперь давай возле очкарика дверь откроем. Но эти двери, конечно, ни на что не влияют. Вроде как. Угу. Я не знаю, что, если очкари-то такой умный, спрятался под койкой и пролежал все это время, когда он с корабля и выбирался. Что ему мешало просто взять и одеть обувь? Это же, блин, 2 секунды. Сандалии какие-нибудь натянуть. Не знаю, портянки бы намотал. Ага. Вот, картинка какая-то. Это маршрут? Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Секрет найден. Морская карта. Карта с маршрутом корабля. Корабль направлялся из Китайской Республики в Сан-Франциско. И что? Жесть, я это все перечитывать не буду. Ну, это вот эти вот все секреты, они максимум, ну, чуть-чуть развивают, углубляют, скажем так, сюжет. Но, в принципе, все, что надо, ты и так поймаешь. Так, прежде чем в рубку идти, давай-ка мы здесь записочки почитаем. Чик. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Угу. Заметки. Главное управление ВМС США. 22 июня. 12 часов 7 минут. Сильный шторм, ушли с курса. 12 минут. Сообщается о затоплении в грузовом отсеке номер 2. 23 минуты. Многочисленные удары молнии. 48 минут. Дрейф на мелководье. Местоположение неизвестно. Час 20. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Час 32. Начаты поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Час 40. Поиски прекращены. Да, долго же они его искали. 8 минут целых. Кошмар какой. Все силы бросили просто. Час 41. Плотная облачность. Установить местоположение не удалось. Корабль-то наш потерялся, короче говоря. Еще и люди какие-то повыпадали с бортов. Но они скорее так, от безумия попрыгали. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Угу. Радиовещание 201. Сигнал бедствия. Радиоконтакт фрагментарный. Пытаюсь передать СОС азбукой Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. То есть он, прежде чем умереть, успел записку начирикать. Смотрите. Похвально. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. Да, интересно, как она 50 лет работала. Работает. У нее что, аккумуляторы не разрядились или что? Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло!
Охренеть. Есть контакт. Указания. Наши координаты. Будем сдержанными. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на корабле Оранг Медан. Паника. Без паники. Давай, тревога. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название Оранг Медан. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! — 50 лет это радио работало. И сдохло просто вот за 2 секунды, я не знаю. Но он прежде чем... правильно то, что, ну, панику не надо создавать. Если бы он орал как потерпевший, они бы ничего не разобрали, как бы, и ничего нового не произошло. А так, если он сдержанно все сказал, назвал координаты, пусть даже, возможно, его не услышали, но это поможет в будущем. Так, найдите генератор, чтобы подать питание к радио. Эй, гляньте сюда! Теперь мы разделяемся снова по 2 человека. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший, Ну что? думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру, О, эк ты метафорично. а не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Бум. Ну, что скажешь? Поощрение. Ну, если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Брэду это понравилось. Раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Ну, вот этот, в принципе, выбор ни на что особо не влиял. Это просто ты выбираешь, кто с кем пойдет. Вот и все. Разницы тут особо никакой. Просто эти 2 персонажа будут участвовать в определенных сценах. Вот и все. Ну, конечно же, все пойдет плохо. Лучше-то быть не может. Брэд, нижняя палуба. 4 утра. Когда они были на основной палубе, по-моему, было 10 часов вечера. Они 6 часов, что ли, туда шли? Все на месте? Все целые? Мы в норме. Мы в норме. Нормально. Что будем делать? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно, мы будем ждать у радио. Here. Что-то я про зажигалку не помню этот момент, ну ладно. А зачем ему зажигалка? Эй, Лампочку зажечь. Ты первый. Эта лампа по-любому работает на каком-то топливе. Ну, то есть, либо это солярка, либо бензин. А у нас что, дизель и бензин не выветриваются за 50 лет в соленом океане? Или что? Море, океан, да неважно, в соленой воде. Корабль гниет, а керосинка не выветривается.
По идее, за 50 лет эта лампа должна просто в труху вообще прогнить. Потому что все-таки такая не очень благоприятная среда для металла. Она должна в труху просто сгнить и все. Они должны поднять эту лампу, и она должна рассыпаться, наверное, примерно так. Ай, ладно. Найдите генератор, чтобы подать питание к радио. Так, давай-ка мы вот здесь что-то посмотрим. Ничего нету? Окей. Это, видимо, нижний уровень корабля. Подожди, вот здесь вот какой-то проходик есть, не? Дальше. Зачем вот она с этим фонарем-то стоит, я не понимаю. Вот для чего он ей? У меня как бы один фонарь уже есть. Причем я бы не сказал, чтобы она хорошо там как-то светит мне в дорогу. Так, нам за угол. Ну, давай тогда сюда зайдем. Сейф скрыт, кстати. В прологе он был закрыт. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого X. Станция УО Уолтера Бишопа и СТУ наблюдает за встречу с нашей командой и говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же западный мир должен быть защищен от. Соединенным Штатам известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом, и хотя эксперименты мы не можем, описывает исследования, проходившие во время, в них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием маньчжурское золото. Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало, даже относительно кратковременное, вызывает сильные галлюцинации. И это слово, кстати, подчеркиваю. Людей очень убедительны. Подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле. Даже было сразу много опасных факторов. Сильнейший ужас. То есть есть какой-то газ, который вызывает сильные галлюцинации. Это, в принципе, весь спойлер на всю игру. Вот и все. Одна только записка. Похоже, какие-то разборки. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии, своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим, по мнению офицера, производившего арест. Ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на 10 корабль. дней в карцере. Ого. Видать, ему основательно крышу снесло. Ну там да, там странно, там было воровство, вот здесь, по-моему, где-то в списке. Было воровство и одни сутки карцера. А тут чувак просто за пьяную драку... В лазарете лежал парень по имени Джо. А тут мужик на улице за пьяную драку. По гражданке, наверное, то что. Хотел бы я... 10 суток карцера это многовато, по-моему. Но при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет, вовсе нет. Сказала так? Ну вот эти все вещи я уже трогал в прологе. Наверное, сын кого-то из экипажа. По-моему, с этого ящика у нас доктор выпал. А вот эту записку вроде я не читал. Джон Паттерсон, рядовой, место поступления на службу, так, история болезни, диагноз, умеренный невроз, утрата трудоспособности не является результатом проступка, наступила при исполнении служебных обязанностей. И имело ли место до поступления на службу? Нет. Состояние в данный момент годен к военной службе. Ну ладно. Физически здоровый рядовой Паттерсон, молодой человек, 25 лет, без известных медицинских показаний и с хорошим послужным списком. Во время приема он мог успокоиться, тесты на речь, реакцию памяти, принятие решений пройдены нормально.
Рядовой Паттерсон отметил, что в другие дни симптомы не проявляются. На сон и аппетит они не повлияли. Диагноз: сильные панические расстройства, подозрение на боевую психическую травму. Да, я еще записку вот эту только не поднимал. Подожди, а вот возле мужика вот еще что-то есть. О боже. Это все? Я думал, с него взять можно что-нибудь полезное. Пилюльки какие-нибудь. Аспиринчика пожрать. 50-летнего. Подожди, сейчас мы спрыгнем. А тут прохода нет. Хорошо. Давай, давай, вниз. Эй, иди посмотри. Смотри, там внизу. Чего она видит с этим фонарем, я не понимаю. Машинное отделение. Самое место для генератора. Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да! Я в норме. Спускайся. На чем работал генератор 50 лет? О, господи! Чего? Смотри, там... Это... Стой, ты не видела? Ау? Так значит, у меня глюки, а у тебя нет. Ну, в общем, я думаю так. Значит, корабль вез маньчжурское золото. Это было какое-то галлюциногенное биооружие из Китая времен Второй мировой. И реагенты были нестабильны. И растеклись. Так может, они еще здесь? Не выдохлись за 70 лет. И все еще воздействуют на нас? Паранойя, галлюцинации. Того, что мы видели, на самом деле нет. У команды были глюки. Они явно чего-то боялись. А офицеры решили, что несколько нервных солдат хотят откосить от дежурства. Это не корабль-призрак, а биооружие. Вот, в принципе, в двух словах он весь сюжет и объяснил. А с упавшим самолетом это никак не связано? И был он поисково-спасательный. Он прилетел, потому что с корабля послали сигнал бедствия. Но, думаю, они уже были под действием тумана и по какой-то причине сбили самолет. Кто же знает, что им там примерещилось? О боже. Ладно, идем дальше. Ну, отправили в поисковый спасательный самолет. Его сбили. Ну, отправьте вы еще один, поинтересуйтесь, куда предыдущий делся. Один отправили, ну нет, так нет. Ладно. Моторостроительный завод Ван Линдена. Роттердам, Нидерланды, дизельный двигатель, 920 год. Ясно. Не совсем уверен, куда идти точно. Мы здесь уже ходили. Да, я это уже читал. Я это дело просто полистаю. Но ты Да, посмотри. секрет найден. Корабль был на якоре. Но почему? То есть, если один персонаж не может это открыть, но открывать может позже другой персонаж. Подтверждена команда стоп-машина. Двигатель остановлен. Час 32. Получен приказ встать на якорь. Ага. То есть у нас корабль так или иначе все равно не дрейфует, он на одном месте стоит. Ну, хотя бы у него есть стабильные координаты тогда. Вроде все тут. Шли назад. Давай, 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 давай. Он иногда что-то идет, потом раз встанет как вкопанный. Как будто застрял. А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки. Да. А этот ботинки, видимо, хочет. Ну-ка, тут ничего вкусного нет?
Сейчас. Я не понимаю вообще, как у них это все работает. Полуржавое, полугнилое. Эй, я нашел! Слава богу, он работает. Ура! Непонятно на Слава богу, чем. нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. А я бы вот не рисковал такие штуки дергать. Все, пойдем наверх. Где-то же можно подняться. Ура! Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием. Нужна помощь. Срочно. Какие-то существа на корабле пытаются нас убить. Прием. Ну, Что в тебе? Работай. теперь главная задача дождаться спасателей. Либо самим уехать. То есть, пока ближайший расклад либо самим удрать, получив крышку трамблера у пиратов, либо дождаться просто помощи. То есть, исход событий будет так или иначе. Других вариантов, по-моему, не дано. Посмотри. Это ребризер. Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать, он тяжелый. Он будет нам мешать. Берем решительность. Пол корабля затоплен, он может спасти нам жизнь. Берем. Берем все предметы. А Джулии это не понравилось. Почему, непонятно. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Давай, может, этим ребятам включим эти субтитры. О чем они болтают-то, интересно? Oh, ferme ta sale gueule! Говна, кусок, брехло сраное. Он ругает его. Окей. Écoute, Послушай, нет, не надо. Можно же... non. Fais pas ça. Я сказал, заткнись. О, черт! А вот и крышечка-то трамблера искомая. Но одноглазый совсем мозгами потек. Это очевидно. Так, теперь внимательно. Les esprits des morts viennent me chercher! Je vous attends, bande d'enfoirés! Духи мертвых идут за мной. Я вас жду, говноеды. Я же говорю, он мозгами там потек. Так, обыщите отсек, избегайте Олсона. По-моему, вот этот момент у меня не получалось отыгрывать. Я всегда тут... он меня замечал вроде. И начинал гнаться за нами. Внутренний циркуляр. Совершенно секретно. Капралу Стивену Хардингу. База ВС США. Капрал Хардинг, прибывшая ранее партия гробов, является грузом особого... Чего? Смотреть. Мы успеем. А там нет ничего. Блин. Бежим, чё.
Вот развод, да? Они просто взяли тебя, разработчики, и задержали там на пару минут, просто чтобы ты ладонь пустую увидел. Любят разрабы просто разводить на вот такие мелочи. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Опять задержать дыхание надо будет. Покупать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Внимательно. Чтобы не делиться, Оп-оп. вы оставите меня здесь. На смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Он вот-вот нас догонит. Это было непросто. Ты ведь придумал, что делать? Волнение, надо сваливать от него. Всего можно ожидать. Надо убраться от него подальше и поскорее. Да-да-да. Беги. Просто уходим. Беги, давай. Интересно, а если бы мы остались, он бы нас все равно заметил. Закрывай! Боже, не стой! Фух, мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Это нормально, закрыта дверь. Да, конечно. Эти двери способны выдерживать много. Ну, одного-то этого безумца точно сдержит. Правда, у него кувалда есть. Опа! Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Вот этот момент и показывали в видении, в картинах, то, что я находил. Он себе может вынести мозги, либо убить кого-то из этих. Поверните. Как правильно тут отыгрывать, я не помню. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет. И никто не пострадает. Думаете, я хотел убивать? У меня... Основная задача у нас получается основных ребят, студентов спасти, правильно? Нам же этот пират-то не нужен. Так что память, если мне не изменяет, его надо убедить, чтобы он себе в голову выстрелил и не стрелял больше ни в кого. Просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Что? Здесь нет тумана. Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Любопытство. А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп! Стоп! Туман в ком-то из нас? Убери пистолет. Слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Беспокойство. Ладно, там что-то было. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Блин, нет, наверное. Говорил. В тебе есть туман? Он начинает нервничать, его беспокоит то, что туман в нас, и он сейчас может выстрелить в кого-то. Ладно. Нет, мы задержали дыхание. Нет, мы не вдыхали, мы задержали дыхание, ясно?
Да ладно! Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Стоп, 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 стоп! У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь? Можем с Да-да-да. тобой поделиться. Хочешь? Нет, нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Боже, он во мне! Кошмар, я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! Меняет меня! Внутри! Может быть, ствол? Да. Нам нужны ребризеры! Слушай, а мы его спасли, у меня такого не было. Эй, То есть, если бы я его попытался отвлечь, он бы выстрелил в себя. Но в ходе диалога, в принципе, я его убедил не стрелять в нас. И как раз, ну, то есть, а ветка еще, получается, тут 3 разветвления. Он бы мог в ходе диалога выстрелить в нас, если бы я сказал, что мы типа чуть-чуть вдохнули тумана и так далее. Вот, я его убедил, что в нас тумана нету. Потом вторая ветка, это я бы мог его как-то отвлечь, и он бы выстрелил, наверное, себе в голову. Но так как я бросился на него и взял пистолет, то мы и его спасли еще до кучи. По-моему, у меня никогда не получалось его спасать. ты в порядке? Все, мы его исцелили. Из этих 2 балбесов надо правильно отыграть. Пока все живые, смотри как. Алекс, радиорубка. 4:44. Что они делали 40 минут? Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Идите вы вместе, в чем дело? Зачем разделяться еще больше? Так, здесь, по-моему, его можно тоже потерять будет. Угу. Отлично. Та-ра-ра-рам. Близ, иди сюда! Если бы я это дело запорол, он бы просто погнался бы за мной и все. Крышка трамблера у их босса. Я его видел. Надо идти за ним. О, у нас Тори Тейлор там в коридоре стоял, я видел его. Как его? Котелок, по-моему, это называется. Шапка. Шляпа. Ну, я его видел. Так, обыщите палубу. Вот же проход есть. Чего он туда не идет? Кто это вякает? Наверное, это мы и слышали. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот. Он точно пошел туда.
И получается, они идут по пятам Белобрыса и Очкарика, если я не ошибаюсь. Вот, блин. Ну ты посмотри. Чё посмотри? Ничего нету. Вон. Ой, здрасте. Думаешь, сможем перебраться? Прыгать надо. Давайте, решайте. Оп. Оп. Пойдет. Обалдеть. Обалдеть. Молоточек потерял. А крышку не бросил все равно, вот падла. С ним даже драться Сюда не не придется. допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. У него тупо от страха сердце, оказывается, остановилось. А я что-то такого не помню. А все, она в обход пошла, а я тут один, да, стой, жди. Ну ладно. Ждать мы ее, конечно же, не будем. Так, а что если вернуться? Нет, никак. Тут ничего, давай в проход. Тут прачечная у них по-любому. Его уже крысы едят. Черт! Как Кенни из Южного парка. Жесть. А вот и крышечка. Ты смотри. Вот бывает же везение. Надо только согнать как-то. Сейчас скример будет. Нет? Его даже крыша не кусает. А это вообще лифт, оказывается, был. А как это, крысы по стенкам ползают, что ли? Он нож, кстати, схватил. Не, ничего не делаем. Ничего не делаем. Ну только... Как ничего не делать? Замешательство. Кто ты? Что? Ты кто? Я думал, он обоссался. Отсылка на Чужого. Не, ничего не делаем. Да, вот это вот получается здесь действие, а здесь противодействие. Тогда вот так.
Сейчас будет немного секса. Эй, успокойся. Та-дам. О, Господи. Господи. Я бы ее мог убить. Есть. Все, крышка у нас. Ну что, уже все, финал? Ну да. Вообще все спаслись, смотри-ка. Вот здесь примерно на этом кадре могла бы сдохнуть белобрысая, я не помню, как ее зовут, светловолосая вот эта дамочка, из-за кессонной болезни. Если ты слишком быстро в начале в самом поднимаешься, то как раз к этому времени она умирает от кессонной болезни. Ну что, попробуем? Давай. О, да. Спасатели прилетят, а нет никого. Что это за место? Он так уверенно сюда плыл, а потом спрашивает, что это за место. Он заброшен? Ау! Алекс! Джулия! Вы здесь? Я вот не помню, для этого персонажа это отрицательный или положительный финал. Можно ли его как-то спасти? Не помню. Ну, фактически он живой, как бы. Я просто хочу знать, что с моим братом. Он пытался нас спасти и вызвать помощь. Ничего не зная о лодках, о навигации. Господи, только бы он был сейчас жив. Ну зачем я его отпустила? Не, по-моему, этого с Конрада одноухого, ну, которого ухо отрезали кусок. По-моему, как-то можно его еще иначе закончить. Ну, в принципе, не показали, что он прям мертвый. Так что фактически он жив. Ну скажи, что. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. Достижение, можно сказать. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем.
или наоборот, решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Я думаю, что он практически максимально положительно. Я все закончил, прошел, все живы. Так что, тем более даже Storyteller похвалил. Пояснение за Конрада концовки. Ход не очень положительный финал. По-моему, за него не очень положительный финал. Ну, это вот, скажем так, что будет в следующей серии. Ладно, давай. Без спойлеров. I fashioned her with my own hand. Отсылка на Silent Hill. Ну вот, как-то так. Ладно, вам спасибо за просмотр. Таков финал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.